Друзья, в 17-й практике совершенствуем визуальные навыки. Номер 17. Итак, что у нас получилось? Во-первых, начальная скорость у шарика была 1100 км в час. Я показал белой стрелкой на белый шарик. Поставил в номер 17 один сосед. Сегодня 17-я практика. Я играл номер 17. И в поле я в этом же районе немножко усилил. У меня все это получилось. Конечно, выигрыш хороший. Продолжим. Номер 30. Опять же, начальная скорость была 1100 км в час. Я сыграл 3 соседа. Это оптимальная ставка для игры как на повтор, так и вот я закрыл сектор, зону 6. Поставил 34, 4, 11. Выпал номер 30. У меня сыграл бронза. Крайние соседи это бронза. И здесь у меня даже 4 фишки. И в поле я поставил, повторил эти 15 номеров. И здесь тоже сыграл. Ну что, замечательно. Номер 21. Скорость у шарика была, обратите внимание, белая стрелка, красный шарик. Это 1301 км в час. Я сейчас поставил ставку 4 соседа в полколеса. У меня не совсем получился хороший выход, как мне хотелось. Поэтому я понимал, что он может где-то как-то немножко где-то не дойти, возможно. Поэтому я поставил такую хорошую ставку на полколеса, в смысле широкую. И она у меня сыграла. Поставил бы я 3 соседа, у меня бы не достал номер 21. Поэтому очень важно в нужный момент как бы либо раздвинуть, либо сделать поуже. Это уже вам решать. Но тем не менее, наша ставка сыграла. Замечательно. Номер 29.
Начальная скорость была у шарика, обратите внимание, 1301 км в час. Я играл в зону 0 тремя соседями. 0, 28, 21. У меня сыграл сосед бронза 28. В поле я немножко поменьше поставил. Вот видите, и не сыграл. 28 есть, а вот 7,28 поставь чуть-чуть, как бы закроете 15 номеров, и опять же в поле бы тоже сыграла. Поэтому вот это вот тот момент, когда вот кажется, что вот-вот-вот-вот, а вот видите, не получается. Уж ставьте уже 15 номеров, повторяйте эту ставку, если успеете, если вы играете после броска, и у вас все будет замечательно, если вы правильно угадали сектор. Номер 7. Начальная скорость была 1301 км в час. Я пропустил номер 29, секунду. Опять же, я сейчас поставил точную ставку, играл прям как бы 9 номеров в районе 0, удваивал номер 0, как бы думал, что все-таки он прям вот сюда вот войдет, но он, к сожалению, чуть-чуть не дошел, поэтому наша ставка не сыграла, ну, такое тоже бывает. И я сейчас поставлю на броску, ничего менять не буду, сыграю именно в точечную ставку в районе 0. Посмотрим, как это у меня получится. Два диска есть, и время есть. Это важно. Только здесь. Начальная скорость у шарика 1100 км в час. Я играю точную ставку, повторяю, точнее, ничего не меняем. Ждем. И вот он, видите, прям упал в 0. То есть я исправил свою ошибку и сыграл с удвоением. Здесь у меня удваивается 0 с двух сторон. Ну, не забудьте дать чаевые дилеру. Ему будет приятно. Номер 30. Начальная скорость у шарика была 1301 км в час. Я использовал ставку 3 соседа. Это оптимальная ставка для игры по 8 зонам. Ну что, у нас сосед сыграл 11. И в поле вот сейчас я повторил, не стал ничего выдумывать, а просто повторил тупо вот эти 15 номеров. И у меня в данном случае и сыграл. Тем более, что еще есть и номер 8 как страховка. Посмотрите. А 23 уже не стояло, так что тоже вот это надо тоже как бы, ну, отмечать, подмечать.
как у вас получается игра с конкретным дилером. Насколько далеко вы или близко к золоту, скажем, вот, у вас получается с ним играть. Продолжим. Номер 20. Начальная скорость была 1301 км в час. Я играл в зону 6, повторял, но в данном случае шарик остановился в номере 20. Моя ставка не сыграла, и я сейчас поставленным броском попробую вернуться именно в зону 6, 3 соседа. Посмотрим, как это у меня получится. Скорость была значительно быстрее, чем даже 1301 км в час. Мы к этой скорости тоже вернемся чуть позже. Итак, играем в зону 6, 3 соседа. Номер 21. Итак, я исправил свою ошибку. Я очень сильным броском. Вращение шарика было максимально быстрым. Практически быстрее уже нет. Такой возможности уже нет, потому что это уже максимальная скорость у шарика. Он также прям свистит на некоторых рулетках. Он прям высоко-высоко свистит. И что у нас получилось? Что у меня сыграла бронза. Сосед 4. Их поле я опять же не повторил, а как раз ты оставил вот те самые 15 номеров. И у меня сыграл тоже этот номер в поле. Замечательно. Номер 17. Что у нас получилось? Во-первых, я поставил точечную ставку, добавил номер 34. Начальная скорость была у шарика 1100 км в час. И в поле, обратите внимание, я уже поставил крупную ставку по 25. Ну, понимал, что у меня хороший был выход. И понимал, что он где-то вот очень близко-близко вот в этой зоне и остановится. У нас так и получилось, что даже на 17-й практике в завершении, мы завершаем эту 17-ю практику, мне удалось даже сыграть прямо в номер 17. Я открывал сессию номера 17 и думаю, будет полезным или даже нормальным закрыть эту 17-ю практику также номером 17. Друзья, на этом мы закончим 17-ю практику. Повторяйте просмотры, потому что визуальные навыки только увеличиваются, ваша способность как бы сокращается время на то, как вы будете ориентироваться, где остановится шарик, только за счет постоянных повторов. Я вам желаю всего хорошего, крепкого здоровья, удачи на игровом столе и до новых встреч.